Ну что, дождались? Югус AM9 Pro. Да, вот такой вот красавчик. Сейчас распакуем, посмотрим с вот таким вот пультом, конечно, UR02 красивым. И, честно говоря, вы скажете, а в чем разница между старым Югус AM9 и AM9 Pro? А все очень просто. AMLogic S905X5J. Процессор с поддержкой Dolby Vision. Наконец-то, это вот 64-битная операционная система, которая здесь стоит с 3 портами USB 3.0. Можно действительно очень классно все делать по хранению, имеется в виду тут Югус, вернее, Samba сервер и Samba клиент, NFS клиенты. Можно прям наделать всего с 1000 мегабитным таланом и Wi-Fi 6, который под гигабит тулит. Поэтому сегодня на канале Технозон Югус AM9 Pro с обзорчиком. Поехали. Технозон. Начнем мы конкретно с AliExpress. Ну, именно там мы сейчас с вами смотрим все это действие. У нас есть с вами разные версии с разными штекерами. Давайте так. Стоит он $208 на момент съемки этого видео. Но, пожалуйста, не думайте, что вот окончательная цена, во-первых, она может быть ниже на момент просмотра вами этого видео, поэтому ссылки я разместил в описании под видео. А еще, пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Поэтому переходим. И плюс там в описании под видео есть промокод на покупку, которые, ну, они не часто появляются у нас, их не часто заряжают, но они есть, и можно попробовать словить очень сладкую цену. Что же нам заявляет сам производитель? Конечно же, пресловутый AISR у нас стоит прям в топ упоминаниях, скажем так, в хайлайте, да? Bluetooth 5.3, 1000 мегабитная LAN, AMLogic S905X5-J. Ну, вот так вот они прям начали с этого. ARM V9. В этом большое преимущество. ARM у нас ARM G310 V5 GPU, это Mali, кстати, ускоритель, на котором даже во что-то можно поиграть. Ну, у нас, видите, NNA, это Neural Network Accelerator с тензорными ядрами, кстати, с TPU, для того, чтобы, ну, это, знаете, как тензор программируемый юнит, вот так вот, для конкретных задач по улучшению изображения. Короче, что я вам могу сказать, что здесь очень много, кстати, до 4 тераопс производительность NPU-шки. Это прям вот очень неплохо. Очень много разных преимуществ этого ТВ-бокса в плане дальнейшего развития. Потому что если все-таки возьмется, ну, Югус единственный, кто может дать нормальное развитие данным приставкам, 4 гигабайта на LPDDR5, не LPDDR4. 64 гигабайта eMMC, это вот, ну, здесь 64 стоит. Теперь дальше, Wi-Fi-чик AP6275P, это классный Wi-Fi, Wi-Fi 6, у нас Tuti2R, ну, до 1200 мегабит, плюс у нас 1000 мегабитный LAN, и дальше у нас Dolby Audio, Dolby Vision поддержка, SPDIF поддержка, RTC опционально. Давайте посмотрим, что они тут еще есть. Ага, тут уже дальше интересно. HDMI 2.1b. С поддержкой VRR, QMS, динамический HDR, HDCP 2.2.2.3 до 4К 60 Гц. Блин, ребят, кодеки H266 VCC, AV1, VP9, 265, AVS3, PET2 профиль. И я вам скажу, вот будет как с AV1 кодеком, когда мне кричали, да, слушай, ну там, ну AV1 кодек, кому он нафиг нужен? А я вам объясню. Когда получилось так, что начали торренты на AV1 кодеке делать, все такие, опа, и всем он сразу стал нужен. Вот это стало интересно, да. Дальше, ну, здесь уже пошли такие хайлайты с Bluetooth версиями и, ну, с охлаждением действительно плата там просто unreal, я вам говорю, то есть то, что они сделали. AISR поддерживаю, что есть у нас AISR, и, вернее, подтверждаю. Ну и пошло-поехало, включая, кстати, еще и приложение. Кстати, Android TV модуль уже есть именно на Android 14 на эти ТВ-боксы. Он уже получал обновление, поэтому тут вопросов нет. Давайте сейчас с вами перейдем и потестируем. Итак, AM9 Pro, AMLogic S905X5XJ, ARM V9, Cortex A510 ядра, конечно же, G310 V5 у нас ускоритель видео, Android 14, еще у нас здесь NPU заявлено, это для ускорения нейросеток, по крайней мере для AISR, скорее всего, 1000 мегабитный LAN, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, посмотрим сейчас, конечно же, с VRR, с QMS, кстати.
Кстати, и плюс у нас 3 USB 3.0, H266 VVC, Main 10 L5.2. Короче, слушайте, он поддерживает все современные кодеки. Давайте его распаковывать. А здесь уже мы с вами видим нечто интересное. Смотрите. Сам по себе бокс, полный металл. Вот даже разбирать нет смысла. Здесь вот на всю плату у нас полностью радиатор. Ну, есть как есть. Он полностью из металла, и греться он не будет. Здесь у нас DC 12 вольт, OTG. Также у нас HDMI, LAN RJ45, SPDIF и AUX. С этой стороны 3 USB 3.0. Это, кстати, очень большое преимущество. Разъем для microSD карт. Спереди у нас индикатор цветовой. Рассчитано под 2 антенны. Антенны, вот они. Сейчас мы их достанем. Давайте. Ох, и упаковали антенки. Вот уже Югус любит так паковаться. Под 2 антенны рассчитан. Давайте мы с вами его накрутим сразу антенки. Есть раз, есть два. Антенны поворотные, кстати, это усиливает сигнал, все хорошо. Это лопатки, очень знаменитые антенны. Теперь дальше. У нас HDMI кабель, у нас есть пульт UR02. Сейчас мы все подостаем. Жутко неудачные вот эти вот формы, да, которые здесь есть. Вот пульт UR02. И есть у нас блок питания на Type-C 12 вольт. Сейчас скажу. А он, кстати, универсальный. 12 вольт, 1,67 ампера, 20 ватт. Больше похоже на Power Delivery. Ну что, пойдем настраивать. Кстати, UR02, знаменитый пульт. У нас с Bluetooth, с инфракрасной опцией, с голосовым поиском, аэромышкой, назначаемыми кнопками. Огромное количество. Я делал на него отдельно обзорчик. Можете посмотреть. Работает на двух батарейках 3A. Так что, ладно, настраиваем, переходим и тестируем. Начинаем с главного экрана. Вы вверху видите именно погоду, все здесь красиво, вроде как 64 гигабайта, это Android TV подобный экран с рекомендациями, со всем остальным. То есть здесь можно и со смарт-туба выводить, и с различных стриминговых сервисов, которые поддерживают. Вверху у нас есть вот такое вот избранное, да, куда можно добавлять приложение. Очень много раз делал обзор на эти именно конкретно лончеры, поэтому останавливаться на них сильно не буду. Хочу отметить, что есть родительский контроль, где можно использовать родительский контроль и использовать, заблокировать отдельные приложения. Это очень важный момент. Есть верхние панели, где мы можем показывать, допустим, с вами статусы Wi-Fi, погоду, часы и все остальное. Но нас больше интересует температура. И давайте к Wi-Fi подключимся. Все, подключились, все классно. Но в разделе сети у нас есть еще и, видите, проверка доступности интернета. У нас быстрое подключение. У нас есть прокси-сервер. И есть, конечно же, настройки. Об устройстве M9 Pro с Android 14 вопросов нет, входы и устройства. Здесь у нас, конечно, уже пошло-поехало. Сюрреализм расширенных настроек, потому что столько настроек, как у Югуса, нет ни у кого. При том, что, заметьте, у нас вверху экрана появилась информационная вот такая вот панелька, где вы можете видеть температуру. Сейчас 37 градусов, я так чуть ее вверх задрал. 37 градусов, и вы можете смотреть абсолютно весь тест, что конкретно она будет показывать, в каких вариантах событий. Ой, случайно нажал на домик. Давайте дальше. Входы и устройства. HDMI цик расширенный. Работает очень-очень адекватно с управлением громкостью. Менеджер кнопок у нас есть ремаппер встроенный. У нас есть кнопка меню, где мы можем на каждое из нажатий, то есть вдумайтесь, на одно, на двойное, на тройное, на длительное, допустим, делать различные действия. Давайте вот сейчас на кнопку меню поставим, давайте показывать и скрыть системные панели. Вот давайте на кнопку меню раз, нажали, скрыло, нажали, показало. Вот вам надо там посмотреть, какая же сейчас, допустим, температура, да, там вы нажали, скрыли, нажали, показали. Все. Также в управлении USB у нас есть скорость порта задавать 3.0, либо High Speed 2.0, то есть вы можете переключать, допустим, ваши порты переключать в различные режимы. Объясню. Дело в том, что иногда 3.0 действует не очень удачно на сеть 2,4 ГГц. Также есть мышь, где мы можем менять мышь, управление микрофоном, если вы включите, камера, если вы ее подключите, допустим, к этому ТВ-боксу. И все вроде бы красиво. По разрешению поддерживает ТВ-бокс, как было заявлено, до 4К 60 Гц. Есть все типы автофреймрейта. Мне очень нравится FR Calc, когда
когда у нас, допустим, там нажимаешь на кнопку, назначаешь FR-Calc, он под, допустим, контент, который сейчас, он выстраивает автоматически частоту. Но он поддерживает и системный от Google, и автоматически, короче, встроенные в системе, короче, все типы автофреймрейта здесь есть. Звук через HDMI, регулятор громкости. Ну, давайте, если уж мы говорим там звук через HDMI, то на самом-то деле все очень просто. В данном варианте у нас TV-Box спокойно выдает и Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS HD Master Audio при тестах и, конечно же, DTS простой. DTS X я не могу проверить, у меня его нету, к сожалению, ресивера, и Dolby Atmos у меня, к сожалению, тоже нет. Но он при этом работает, то есть, по крайней мере, заявлено, что Dolby Atmos работает. Дальше у нас тут есть регулирование управления звуком, какое выдавать качество. Кстати, очень неплохо подходят именно югусы под USB аудио, потому что здесь конкретно есть поддержка ЦАПов через USB. По поводу расширенных настроек у нас здесь есть предпочтительный динамический диапазон, и да, здесь есть адаптивный Dolby Vision, адаптивный HDR. По поводу HDR. Вы видите, как у нас воспроизводится HDR10. Пожалуйста, мы играем кучу роликов. Сейчас вот я включаю Obi-Wan Kenobi, у нас воспроизводится, пожалуйста, Dolby Vision. По Dolby Vision 5, 8 профиль, 12, к сожалению, 7 профиль, к сожалению, он будет игнорировать второй слой. Ну, у кого как, вот напишите. Если сделают, вы об этом узнаете 100%. Если сделают поддержку 7 профиля нормальную, ну, я не думаю, что там, например, в Corelec. Да, в Corelec мы помним, что на старых процессах делали. Вот, пожалуйста, еще HDR10 проигрывается ролик беспроблемно. То есть у него идеально клацает, идеально поддерживается HDR10+, HDR10, любой формат, который вы можете себе представить. Кроме, ну, допустим, Dolby Vision 5 и 8 профиль, стандартные, те, которые есть на торрентах. 7 я уже не знаю, когда я последний раз видел торренты в 7 профиле. Давайте вот еще HDR10+ запустим. И у нас сейчас появится HDR10+. Включается автофреймрейт с HDR10+. Все то же самое, все отлично. Мы увидели на диагностике, все хорошо работает. При этом это говорит о том, что с внешнего жесткого диска вы спокойно можете делать все, что вам захочется. При том, что еще немаловажный аспект, он поддерживает и XFAT, и NTFS. А теперь у нас есть еще один момент. Смотрите, у нас настройки видеоизображения, мы можем активировать настройки, мы можем регулировать яркость, контраст, насыщенность, оттенок. И в дополнительных настройках, конечно же, у нас есть с вами iMlogic супермасштабирование. Это ИИ масштабирование, и плюс есть еще ИИ регулировка качества изображения. То есть мы можем с вами выключить, либо включить высокий, и он будет сразу, кстати, по картинке даже видно. Видите, сразу же он меняет, это так называемый AIPQ, вы можете сами под себя, как вам нравится, выставить, он будет докорректировать до качества изображения. Насчет AISR, тест на AISR, пожалуйста, он есть, бокс реально его тягает, и тут как бы тоже у нас вопросов не возникло. По панелям интерфейсов. Одна из самых классных фишек, которые у нас именно есть в Югусе. Можно отключать их, можно включать, выключать, можно задавать цвет. И у нас есть окно недавних приложений. То есть, если мы Double Tap на домик нажмем, у нас будет... подождите. Вот, окно недавних приложений. Тоже отличная штука. Информационная панель. Мы можем вот таким вот образом ее вывести. 40 градусов. Пускай так и будет. И здесь мы можем показывать сеть, нагрузки, температуры, загрузки, выгрузки, цветовые режимы, аудиорежимы. Все это тоже есть, так же, как и управление главным экраном, где мы можем принудительно выбирать лончер. Ну и, конечно же, голосовой ввод пока стоит YouSearch, но вы можете попробовать накатить Google, и будет, я думаю, работать. Но давайте так вот, насчет гуглового, тут же к самому Google сейчас вопросов больше. По питанию. Индикатор питания можно регулировать, можно цвет выключать, включать и все остальное менять. Режим максимальной производительности, то есть, если мы сюда. Давайте так, дело в том, что здесь... у меня, по крайней мере, набирала в AnTuTu больше от 300 до 400 тысяч в зависимости от режима производительности. От 330 до 380 тысяч спокойно набирает. Но вы можете здесь выставить еще и что делать TV-боксу при подаче питания. Например, выключили свет. Когда включается, что делать? Выключиться, в сон уйти, сохранить последнее состояние, будить от движения мыши. Короче, столько настроек, что это просто жесть. В хранилище здесь есть и Samba сервер, и NFS клиент, и, конечно же, CIFS клиент для подключения
подключение, например, к NAS-серверам, к расшаренным дискам, которые есть у вас, допустим, на вашем компьютере и тому подобное. То есть здесь тоже все отлично работает. Конечно же, суперпользователь через Magisk. И ставьте там уже все модули, там все как хотите. А в дополнительных настройках чистый Android. Давайте посмотрим AIDA 64. Здесь у нас, смотрите, TV-Box Yugus 4 на 64, Cortex A510, это чистый 64 бит ARM V9, до 2,4 ГГц, немаловажный аспект. За отображение отвечает у нас Mali G310. Ну, давайте теперь по сетевым модулям. Wi-Fi 5 ГГц у меня спокойно набирал, я сидел в студии, набирал 700 мегабит. 700 мегабит, 720 на загрузку, и, честно говоря, я был очень удивлен, потому что, ну, действительно, Wi-Fi-чик очень сильно тулит, и на выгрузку где-то порядка 500, вот, пожалуйста, вот он подключен, вот он, Yugus стоит, вот, порядка 545. Но вы должны понимать, что это в лабораторных условиях, в моих лабораторных условиях. 2,4 меня не сильно удивил, средний результат 57-58, сейчас на выгрузку посмотрим, то есть где-то порядка там 70, 60, 70, ничего примечательного у нас 2,4 ГГц не показал. Alana J45 у нас показал чистый 940 мегабит, то есть это чистый гигабит, и действительно тут уже вопросов нет. Он действительно отлично отрабатывает, и по сетевым модулям я не то что придраться не могу, я могу сказать как бы один из лучших. Вот здесь вообще 940 на 948. По Android 14, дальше у нас температура, вы уже поняли, да, по поводу температуры вы абсолютно помните. Ну так, если по температуре вы поняли, давайте тротлинг-тест сделаем. А что нам остается? Поэтому мы стартуем. Я не думаю, что у нас тут будут сюрпризы. Вернемся через пару секунд. И тогда у нас вообще абсолютно чистая, считайте, что это ни о чем, это знаете что? Это артефакты из-за вот этого окошка. Максимальная температура была максимально 56 градусов. 56 градусов, при том, что у нас не падали ни частоты, ничего. И 99-343 джипс, это прям отличный результат. Вот, для TV-Box это прям вообще суперово. YouTube, официальный YouTube на нем сейчас работает. Ничего сказать не могу, хотя не могу гарантировать, что он заблокируется. Не могу гарантировать, что он не заблокируется в будущем. Есть как есть. Но я думаю, что китайцы уже придумали, как это все дело просто-напросто обходить. По поводу YouTube, давайте так. HDR10 с нулевыми дропами спокойно отрабатывает. Вы сейчас видите Magic Forest наш, который мы снимали. Также абсолютно работает он отлично в AV1 кодеке. Дикая река, шикарный ролик. Без каких-либо тоже вопросов отработал и нулевые дропы. Абсолютно нулевые. Все переключается, все клацается, и по YouTube вопросов нет. По поводу каких-либо стриминговых сервисов, то, допустим, наши украинские стриминговые сервисы работают тоже без каких-либо проблем, и мы спокойно переключаем. Ну, мы вынуждены, конечно же, скрывать, потому что будет очень сильно ругать нас YouTube. Вот, пожалуйста. Переключается практически мгновенно, все каналы работают отлично. При том, что будут работать и фильмы в стриминговых сервисах, но не забывайте, что такие стриминговые сервисы, как Netflix и тому подобное, работать нормально не будут. По DRM моментам Google Widevine L3, L1, к сожалению, нет, но опять же показываю всю правду. Что касаемо каких-то нестандартных методов просмотра, ограничений нет никаких. Спокойно играйте, спокойно работайте, спокойно... Вы поняли, о чем я, да? Я просто не могу об этом как-то очень сильно распространяться. Конечно же, более полную версию обзора вы можете посмотреть, посмотрев Yugus AM9 простой, он практически ничем не отличается. И получается, что мы с вами просто-напросто имеем вот такой вот момент, да, улучшения процессора с поддержкой Dolby Vision. И самый большой плюс того, что здесь ARM V9, это то, что будет играть, допустим, даже тот же самый Asphalt 9, или там игры, которые требуют 64 бит, но не такие требовательные по производительности. Вот, пожалуйста, Asphalt 9 работает, да, там у нас какие-то моменты есть. Да все, видим, молодцы.
можем выходить сразу, не тратить на это время. По поводу, какие игры подойдут. Те, которые обычно есть в Android TV маркете, они, конечно же, подойдут идеально и будут здесь воспроизводиться отлично. Использовать стандартный, либо нестандартный, допустим, тот же самый лончер, я бы использовал сразу Android TV модуль. Благо, они там в каналах Югуса есть. Вообще не вопрос. По поводу мощности, как для ТВ-бокса, вот он для меня, наверное, будет поинтереснее, чем iMlogic на AS928XK, да, там, который есть. Тоже большая производительность, но мы имеем с вами 64-бит систему, которую единственные, кто могут довести до какого-то ума, это Югусы. Да, они все сразу пилятся, но то, что они ее допилят, я прям уверен. Опыт у них есть. Потому что если брать то, что сделали, например, в Honor X5, то это просто трэш, там 64 бит ни хрена не работает. Здесь работает все, и это благо, что работает абсолютно все. Игрушки, которые там идут вот из маркета, они идут. Что, YouTube не работает? Работает. И все остальное. Могу ли я рекомендовать? Да, конечно, могу. Это один из самых топовых ТВ-боксов, которые у нас теперь выходит уже фактически в 2026 году, и он войдет в наш топ-100 дороже 100 баксов. Хотите, посмотрите наш первичный на AM9 Pro без Dolby Vision, там чуть больше тестов, но в принципе я свое слово сказал. С вами был Бабл на канале Техносум. Пока.